Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего мега-популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас». Знаю, многие заждались, несколько дней его не было. Ну хорошо, мы дали время отдохнуть нашему мужчине, чтобы энергии сменились, чтобы что-то, возможно, изменилось достаточно ощутимо в его жизни. И сейчас будем смотреть, какими же энергиями он окружен и что происходит сейчас с ним. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты, за ваши лайки, за ваши комментарии, за подписки. Низкий поклон моим спонсорам. Всем огромное спасибо за вашу любовь и поддержку. Очень нежно вас люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Колода Таро последствий. Сегодня у нас в работе. Смотрим дно колоды, как обычно. Это будет фон расклада. Фон расклада у нас печальный, потому что это и есть аркан печали. Тоски, душевных переживаний, ностальгии по прошлому, депрессии, плохо на душе, просто-напросто. И вот такой у нас вышел аркан на фон расклада. Что-то здесь, конечно, мужчина о чем-то переживает, душа болит. И, ну, в общем, как-то так. А как мужчина сейчас себя проявляет, в каких энергиях он находится, как нам его покажут? Ага, звоночек из прошлого пришел здесь мужчине. Смотрите-ка, что происходит. Неожиданно история, история любви, взаимоотношений с кем-то. Я прям 5 даже арканов выложила для того, чтобы посмотреть поподробнее. В каких энергиях, и по сути нам сразу покажут, что происходит в его жизни прямо сейчас. Тут же и что уходит, и что приходит. Потому что знаете здесь что? Здесь у мужчины резко, ни с того ни с сего случилось так, что прошлые отношения, которые были завершены или которые стояли на паузе, они оживились. И это произошло или же произойдет в ближайшее время. Вы знаете, что этот расклад, он отыгрывается в течение нескольких дней. Сегодня, до этого, возможно, некий период, и еще какой-то период после этого расклада. Поэтому здесь может это происходить прямо сейчас или может произойти в ближайшее время. Что-то из прошлого, отношения из прошлого, не что-то, а именно отношения из прошлого. Для большинства из ваших мужчин это любовные отношения из прошлого, которые были закрыты, как, может быть, люди заблокировали друг друга или просто не общались. Некая такая вот странная была какая-то ситуация, холодная между ними. А сейчас эта ситуация оживилась. Но оживилась она не совсем как бы и позитивным образом. Далеко не для всех из ваших мужчин это прям сплошной позитив. Здесь оживиться-то оживилось, но могло это все оживиться с некими претензиями, с конфликтом, возможно, или перерасти это могло в претензии, в конфликты, в выяснение отношений. Для части ваших мужчин может быть так, что это прошлая история какая-то всплыла на поверхность. То есть то, о чем он уже забыл, здесь не для всех будет так, что любовная история, хотя для большинства. Но для кого-то из ваших мужчин это может быть некая история, некая ситуация, которая была в прошлом, и вот сейчас она вновь дала о себе знать. Но то, как она дала о себе знать, это не совсем позитивный гармоничный путь. Здесь что-то, есть некие осложнения. Так что вот такие показали мне энергии, какими он окружен сейчас, и, в общем-то, что в данный момент или в ближайшее время произойдет, или происходит прямо сейчас. А о вас думает этот мужчина? Да. Ну, сейчас думает о вас с любовью, не просто так. Смотрите-ка, что вышло. Двойка кубков. Или вспоминает просто о вас, или думает, сейчас у него мысли такие, с любовью. Она моя любимая. Хочу обнимать ее, хочу целовать. Как я был счастлив с ней, если вы с ним в расставании. Или же просто вспоминает те счастливые моменты, которые были между вами. Но думает он о вас сейчас с нежностью в душе. С любовью и мысли о том, что вы его пара. Мало того, что любимая, вы его пара. Еще какие мысли? Давайте поподробнее немножко посмотрим. Не просто любимая. Вы его основа, можно сказать. Вы его, если вы его жена, допустим, или у вас серьезные отношения, вы его крепкий тыл, вы его тихая счастливая гавань, вы его семья. Вот у него такие мысли о вас сейчас. Двойка кубков, десятка пентаклей. Вы его сокровище.
Что это наш мужчина так расщедрился на такие мысли? А эмоции тогда давайте посмотрим. Может, в эмоции... О, ну тут дьявол пошел, конечно. Ну какие тут могут быть эмоции? О, Ох. Эмоции у нас вышли, девочки, для тех, у кого произошел или развод, или разлад в отношениях, или расставание, причем резкое, очень болезненное, просто все рухнуло в один миг. Здесь только для тех, у кого это состоялось. Поэтому эмоции он испытывает по этому поводу. Если у вас это не состоялось, значит, он может просто думать о том, что если вы с ним расстанетесь, его это реально убьет. Посмотрите на этого человека, которого несут здесь. Он мертв, у него на его теле лежит меч, видите? Все, финита ля комедия, как говорится. То есть ему крышка, если вы с ним расстанетесь, он это понимает, может эмоции по этому поводу очень тяжело испытывать, когда думает об этом. Если же расставание состоялось, то представьте себе, после этого расставания он понял, насколько он горячо к вам привязан, насколько у вас горячая, сумасшедшая просто связь друг с другом. И после этого расставания сейчас у него в голове, я даже не знаю, как это вам правильнее сказать, что это. Нечто ужасное. Извергается катастрофической силой вулкан разнообразных эмоций. Эмоции эти далеко не позитивные. Вот, так что, девочки, если состоялось расставание, мужчине здесь ох-охо, как нехорошо. Более того, вы видели мысли его, да, о вас. Тут еще могла произойти между вами ситуация, у многих из вас может быть так, что ситуация какая-то сложная, к критичному какому-то моменту вы подошли, или же резко разрушилась, или что-то вот такое произошло, что теперь он сильно из-за этого даже не то, что переживает, это его реально убивает, этого мужчину, морально. Сила такая, прям энергетика идет от этого расклада, очень мощная сегодня. Что мужчину волнует, кроме того, что мы увидели? Что еще его может волновать? Если есть дети, могут волновать дети, их заботы, их проблемы, их дела. Если он чей-то ребенок, могут быть дела с его родителями, как его обязательства перед родителями или какие-то дела, которые он должен бы сделать в отношении своих родителей. И еще его желание. Давайте-ка посмотрим. Да, материального характера. То есть он хотел бы себя как-то побаловать, хотел бы себе что-то приятное сделать, возможно, подарок или удовлетворить какие-то свои желания, в принципе. Вот это его волнует. Его эгоистичные потребности. Что-то в этом плане. Но это связано с материалкой. Что этот мужчина скрывает от вас сейчас? У него или перемены сейчас грядут некие в жизни в его, или же поездка ему предстоит. Или же, знаете, еще как переезд может быть с места на место жительства, не знаю, смена работы, возможно, он обдумывает, или еще что-то. Некие перемены, достаточно важные перемены, он как будто переплывает от одного берега к другому, но он вам не хочет об этом говорить по какой-то причине, он скрывает это от вас. А что он хотел бы вам сказать, но не говорит все-таки по некой причине? Есть проблемы, есть сложности, есть трудности сейчас в жизни этого мужчины, и связаны они, вероятнее всего, с работой, с карьерой. Да, у него прям конфликты, у него выяснение отношений, возможно, есть некие закулисные игры, кто-то может сплетничать о нем, или же просто напрямую очень резко с ним выяснять отношения. И это больше касается, конечно, работы, карьеры, взаимоотношений с людьми, вот что-то в этом плане. У него есть проблемы. Для большинства на работе связанное что-то с его карьерой, а для кого-то, может быть, просто с кем-то очень напряженная ситуация в отношениях. И это он хотел бы вам рассказать, но не говорит. Если у вас с ним сейчас напряг в отношениях, он может это вам тоже хотеть вроде бы как сказать, но не говорит, что его очень сильно раздражает это. Как у него ситуация дома? Если вы живете в разных домах, как у него обстановка дома? Он чего-то ожидает, находится в ожидании. Чего-то чего ожидании? У него очень плохо на душе, у него очень много страхов. Очень плохой сон. И он сам себя накручивает
некие обстоятельства в его жизни заставляют его испытывать эти страхи. И он находится в ожидании чего-то с огромным волнением. Ну, знаете, как человек может ожидать, допустим, как решится вопрос, примут его на ту или иную работу. Он может ожидать, не дай бог, но, там, допустим, результатов обследования своего и очень сильно волноваться. Он мог расстаться с женщиной, со своей любимой, и, может быть, ждет ее первого шага, чтобы она как-то проявилась к нему и с ней помириться. Здесь ситуаций может быть очень много разных, но смысл вот такой. Он находится в таком трепетном и очень напряженном ожидании со страхами. Это все переплетено с очень серьезными страхами. Вообще сложная энергия достаточно сейчас выходит у этого мужчины. Он еще мог очень сильно устать и физически, и эмоционально. Некие обстоятельства его могли в такое состояние сейчас привести. Ему отдых вообще нужен. И морально, и эмоционально, и физически этому человеку. Он находится в очень странной сейчас, очень такой неприятной энергии его окружают, этого человека сейчас. Говорит ли с кем-то о вас? Если да, то что может говорить? Может говорить. И здесь, как может говорить с какой-то женщиной. Или же, может быть, это мужчина, но он говорит о вас как о женщине, дорогой его сердцу. Для многих из вас так, что как о любимой женщине. Королева кубков. Женщина, которая, конечно, дорога его сердцу, безусловно. Если в вашей ситуации есть треугольник и есть другая женщина, то он может с ней о вас говорить, девочки. Для кого-то из вас так, да. Следит ли за вами, интересует ли его ваша жизнь сейчас? Ну, вообще, на самом деле, его интересует больше его жизнь сейчас, а не ваша. Он, конечно, если вы расстались или если между вами трения, неприятности некие, то, конечно, ему хотелось бы что-то узнать о вас, безусловно, но он в этом случае будет даже не позволять себе этого делать, потому что не хочет нарушать свой покой, свою зону комфорта нарушать, если так можно это назвать, потому что если вы в расставании, еще и расстались не очень красиво, то у мужчины, конечно, там все бушует, бурлит внутри, он хотя бы пытается себя. Да, так и есть. Хотя бы каким-то образом пытается себя усмирить и этим энергиям не позволять развиваться еще более бурно в его душе, поэтому сейчас он предпочитает лучше за вами особо не следить и информацию не нарывать, не накапывать, потому что это не принесет ничего хорошего для него, как ему кажется. Боится, он что-то боится. Вообще сейчас мужчина всего боится, очень много страхов. Вчера, сегодня, завтра. Когда он утречком проснулся, первая мысль о вас была? Вечером, когда засыпал? В течение дня думал ли о вас? Он о вас думает, этот мужчина, безусловно. И утром думал, но мысли были тяжелые. Мысли были сложные, мысли были о том, что, возможно, он в чем-то разочарован в вашем поведении. Думал о том, что вы можете быть разочарованы, вы можете быть недовольны его поведением, тем, что происходит. Вечером он больше думал о материальных делах, его больше заботили какие-то вопросы чисто его личные. В течение дня, да, думал. Причем он сейчас задумывается о вещах вечных, я бы даже так сказала. То есть его сейчас интересует, а почему происходит то или иное событие в жизни. То даже, которое, возможно, и не ожидается, он и не думал, и не гадал, что это случится. А небеса к этому подводят, и это случается. То есть такие философские мысли его посещали. И насчет вас самой, и вообще о жизни в течение дня. Как-то какие-то сегодня ощущения странные от расклада, в том плане, что мужчина находится в очень состоянии, как бы правильнее это сказать, дисбаланса эмоционального и вообще различных энергий. Теперь давайте переходить к вопросам для тех, кто расстался. Если вы с этим мужчиной расстались, он хотел бы сейчас вас вернуть. Но аркан смерть для многих пока нет. Почему? Ну, во-первых, он может думать, что вы можете не хотеть эти отношения восстановить. Для вас все умерло, все отмерло. Все, для вас эти отношения, возможно, закончены. Он может думать так. А еще, если ваш мужчина
не свободен, он женат, у него есть женщина, с которой он находится в серьезных отношениях, то вполне возможно причиной, как он считает, является именно это, и, соответственно, лучше закрыть отношения с вами. Здесь несколько будет, конечно же, направлений информации, но смысл вот такой. А вообще для всех абсолютно он может думать, что вы не захотите. Даже если он захочет отношения восстановить, можете вы не захотеть. Но категоричного ответа нет, здесь не будет, потому что аркан смерти он такой. Это вам не башня, которую мы там увидели. Это аркан, который о том, что сейчас может быть расставание, но потом это расставание может привести и к воссоединению, и вообще даже к перезарядке, к перезагрузке ваших отношений. Поэтому здесь категоричного ответа нет, но как-то вот приблизительно так, как я описала. Ждет ли от вас он первого шага, этот мужчина? Он считает, у многих из вас есть здесь две женщины. Он считает, что вы сейчас обдумываете разные варианты, думаете вообще, как вам дальше быть и как поступить, принимаете решение. Пока четко он не видит, что вы сделаете первый шаг. Можете сделать, но пока неизвестно. Время покажет. Но он все-таки надеется, что первый шаг сделаете вы. Хоть вы и не хотите вроде как эти отношения продолжать с его точки зрения, но можете сделать первый шаг. Если он уже появился вчера, сегодня, завтра, или появится завтра, да, в ближайшее время, с какими энергиями? Это искренняя энергия? Нет, девочки, это не совсем искренняя энергия. У нас чаще всего выходит, что да, с искренними энергиями мужчина появляется. Но здесь нет. С хитростью, с манипуляциями здесь можно ждать от него некого подвоха. А возможно, некоторые из ваших мужчин просто с какой-то выгодой. Потому что нужно что-то ему от вас. То есть какая-то выгода здесь может быть. Еще кто-то из ваших мужчин просто хитростью как-то так все обставит, схитрит, что-то сделает такое очень хитренькое для того, чтобы и вроде как не упасть лицом в оливье и выйти сухим из воды, ну то есть себя выставить таким белым и пушистым, сделать вид, что вроде как бы он даже инициативу не проявлял, и он вообще не при делах, ну как-то вот так все обставить, чтобы вы с ним и помирились, сошлись вновь, но как будто это и не его совсем инициатива. Вот что-то в этом плане. То есть здесь не совсем сейчас искренняя энергия. Какой-то обман со стороны мужчины здесь есть. Хитрость. Хитрость. Не обязательно обман, а именно хитрость. Как вам лучше сейчас себя вести с этим мужчиной с точки зрения высших сил? Вообще совсем на нем не зацикливаться. Пытаться отвлечься на свою жизнь. Полностью перевести внимание на свою жизнь, на работу, на свои дела, на свои заботы. То есть занимайтесь чем-то другим. Мысли любыми путями старайтесь из своей головы выбивать просто. Выдворять вон об этом мужчине мысли из вашей головы. Понимаю, что сложно сделать. Прекрасно вас понимаю. Но очень было бы для вас это полезно. И вообще обратить внимание именно на свою работу в первую очередь, на свои дела, на свои заботы. Отвлечься вообще от этого мужчины. Если предстоит некая дата, с которой вам необходимо его было бы поздравить, но вы сейчас в расставании, стоит ли это делать сейчас? Ну, вы знаете, я вам так скажу, что может быть и да. Вам, конечно, решать, и я всегда вам это повторяю в каждом раскладе, что расклад второй – это не руководство к действию. Это возможность сделать здравый анализ ситуации, которая возникла в вашей жизни, и принять собственное решение. Как вы будете действовать, это ваше личное дело. Вы можете, конечно, его поздравить, но знаете, что реакция мужчины здесь может быть очень разная. И более того, мужчина здесь очень упрямый. Смотрите, какой у него здесь бык у ног у его. И такой же и мужчина. Вот такой же упертый, упрямый, норовистый очень. Как он себя поведет, никому не известно. Ну, ему, конечно, будет приятно, если вы это сделаете. Но вот его реакция – это уже очень большой вопрос. Так что смотрите, конечно, сами. Нет здесь ответа «нет», категорически нет. Конечно, для всех здесь будет несколько по-разному, потому что у каждого своя ситуация. Но мужчина такой, и вряд ли он сможет, да вряд ли он вообще умеет по-человечески отреагировать на такое проявление эмоций с вашей стороны.
может быть, даже не эмоции, а просто даже внимание вашего повести может себя по-разному. Решайте сами. Если вы сейчас решите уйти из отношений, вот вы приняли решение уйти, его реакция на это в каком смысле? Но этот мужчина не будет хотеть, чтобы вы ушли от него. По его сценарию, как бы, это не то, что ему хотелось бы. Это не его сценарий. Если уходить, то лучше бы, чтобы сделал это он. Смотрите, мужчина здесь уходит, вперед идет в свое путешествие. Но вот если вы это сделаете, это вызовет у него бурю эмоций. И он может или попытаться вас остановить, вернуть, или как-то что-то, вот какие-то активные действия предпринять, для того, тем более он хитрец здесь еще тот, для того, чтобы, ну, не было так, чтобы вы его бросили, грубо говоря. Ему это совершенно не нужно. Вот если он надумает это сделать, это другой вопрос. А вам непозволительно, поэтому реакция может быть достаточно бурная на это. А как он считает, вы к нему относитесь сейчас? Чувства испытываете или что вообще? Ну, он, смотрите, это он, а это вы. Он считает, что вы с ним находитесь в такой связи, в которой чувствуете себя ограниченной в возможностях. А, кстати, во многом вы слепы, вы его не совсем адекватно, объективно видите, не совсем адекватно на него смотрите, не совсем объективный взгляд у него, у вас на него, вернее. Поэтому он считает, что вы порой слепы, порой, возможно, его оправдываете слишком много. А почему? Почему он так считает? Ну, потому что он такой прекрасный, такой замечательный король кубков, потому что он умеет вас обаять, умеет правильное слово сказать тогда, когда надо, умеет эмоции, возможно, даже где-то, когда нужно к вам проявить. Он уверен в себе, этот мужчина, в общем-то, и считает, что вы никуда от него не денетесь. Здесь даже речь идет не о том, что вы в него по уши влюблены, хотя он считает, что вы безусловно эмоции к нему имеете, он для вас король кубков. Но вы как будто никуда от него не денетесь. Я спрашиваю, какие вы чувства к нему испытываете? Он считает, что вы с ним связаны, прям повязаны, крепко-накрепко привязаны к нему. И кроме того, он для вас король кубков, то есть, ну, можно сказать, что эмоции, конечно, у вас более чем через край. И никуда вы от него не денетесь. Даже если и уйдете, даже если и расстанетесь, то все равно связь настолько сильная у вас, что ну, просто никуда не денетесь. Значит, вернетесь к нему. Вот у него сейчас такое мнение о вас и о вашем отношении к нему. Вот так. Ну и теперь, девочки, будем смотреть, что у него с соперницей. Этот вопрос подойдет только для тех, у кого на 100% есть соперница. Если ее нет или вы только там себе что-то фантазируете, не нужно смотреть этот вопрос. Что у него с соперницей? Постепенное отдаление, охлаждение эмоций, резкие напряженные отношения. И мужчина смотрит абсолютно не в сторону этой женщины. Он смотрит вперед, у него здесь или речь о вас идет, о тайных отношениях, и мужчина манипулирует, мужчина подстраивается всячески, мужчина на двух стульчиках очень успешно сидит. Кстати, очень хорошо для тех, кто имеет отношения с женатым мужчиной, и вы тайная женщина в его жизни. Ну и наоборот тоже может быть, если вы его, допустим, жена. Да и в любом случае здесь мужчина с той женщиной в отношениях отдалился уже просто по самое не хочу. Он живет в этих отношениях своей жизнью, смотрит в сторону, смотрит куда-то совершенно не в ту сторону, где находится эта женщина. Он думает о другой, знакомится с другими. Тут такой человек, у которого отношения могут быть с ней, с вами, еще с кем-то, девочки. Но, к сожалению, вот такой человек. По крайней мере, он еще с кем-то может знакомиться. То есть вот этот, извините за выражение, чувачок, он живет полностью своей жизнью. Для чего он с этой женщиной, мы посмотрим с вами более подробно в ближайшее же время. Возможно, даже сегодня сделаю. Если не сегодня, то завтра обязательно. Расклад на треугольник давно не делала, и нужно посмотреть, что у него с соперницей. Тогда мы с вами так сказать, поподробнее эту тему
Посмотрим. Ну вот такой сегодня у нас расклад, мои дорогие. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки на YouTube, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты, покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.